Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В начале 21 века космические миссии стали не просто исследовательскими проектами, но и надеждой для человечества на осознание своего места во Вселенной. Под ярким светом неподалеку от штаб-квартиры НАСА наблюдатели вели записи, ожидая, чтобы первыми получить сообщения о новых открытиях. Вокруг антенны обсерватории весь мир обсуждал результаты миссии Perseverance. Когда НАСА сообщила о находке возможных следов жизни на Марсе, в глобальной сети разразилась буря обсуждений. Открытие не просто новость, а событие века. Мысль о том, что на другой планете могли существовать формы жизни, взбудоражила умы миллионов. В центре внимания оказалась загадочная находка – камень Чаева-Фоллс с леопардовыми пятнами. На первый взгляд это просто камень, но подробный анализ показал, что пятна состоят из железистых минералов, многие из которых мы привыкли ассоциировать с микроорганизмами на Земле. Это открытие вызвало множество вопросов. Как эти минералы возникли на такой удаленной планете? И что оно означает для будущего человечества? Для многих этот камень стал символом нового векового открытия. Он стал связующим звеном между двумя планетами, которые когда-то, возможно, были полны жизни. В свете этих открытий, с трепком духа и воодушевлением, мир готовился к новым горизонтам познания. Анализируя находку, команда ученых обнаружила в структурной базе камня углеродистые соединения и другие органические молекулы. Это открытие внушало надежду, но само по себе не могло служить доказательством наличия жизни. Вопрос о том, были ли эти молекулы результатом биологической активности или просто химическими побочными продуктами, оставался открытым. Специалисты по органической химии с энтузиазмом погрузились в исследования, стараясь выяснить, могли ли эти соединения возникнуть в условиях, отличных от биологических. Результаты анализов шокировали исследователей. Некоторые молекулы оказались невероятно схожи с теми, что находили на Земле в античных условиях, где жизнь только начинала развиваться. Чувствовалась напряженная атмосфера. Каждый день, каждое новое покрытие позволяли придумать новые гипотезы. И ученые старались не упустить ни одной детали. Сочетание углеродистых соединений и биогенных минералов вскоре зажгло надежду на возможность биологической активности. Ученые сейчас сталкивались с вопросом: была ли жизнь на Марсе в период, когда на его поверхности существовала жидкая вода? Это ключевой момент, который мог изменить все, что мы знали ранее. Лаборатории по всему миру начали сотрудничество, направляя свои усилия на изучение марсианских минералов. Как оказалось, существование жидкой воды на Марсе не просто утопическая идея, а вполне реальная возможность, о чем свидетельствовали данные, собранные несколькими марсоходами. Новое открытие стало причиной волнений среди планетарных ученых. Если на Марсе была жизнь, как она повлияла на климат и на саму планету? Долгожданные результаты, ожидая дружина исследователей, обменивается мнениями и гипотезами, все надеясь разгадать эту космическую головоломку. Однако с каждым новым открытием приходили и новые вопросы. Некоторые ученые предлагали альтернативные объяснения. Могли ли высокотемпературные реакции объяснить формирование этих минералов? Несмотря на это, химический состав камня указывал на возможности низкотемпературных условий, что снижало вероятность случайного образования минералов. Внутренние споры о том, чем объясняется находка, продолжали накаляться. Одни считали, что необходимы дальнейшие эксперименты, другие же утверждали, что недостаток подтверждений делает любые выводы преждевременными. В этих дебатах поднимался вопрос о том, как далеко следует углубляться в исследовании, и какова вероятность того, что человечество когда-либо сможет найти убедительные доказательства. Это противоречие заставило команду исследователей пересмотреть свои гипотезы. Уникальность открытия заключалась в том, что минералы и органические соединения были найдены в одном месте – крайне редкое явление. Многие ученые были настроены оптимистично, считая, что это может свидетельствовать о существовании биологической системы на Марсе. Каждая новая статья в журналах вызывала волну обсуждений и споров среди профессионалов и любителей. Публикации в научных журналах стали выходить один за другим, и зрители по всему миру следили за углубляющимися исследованиями. Для широкой аудитории камень Чаева-Фоллс стал символом надежды и нового начала для человечества. В интервью ученые делились своим восторгом. «Никогда прежде мы не были так близки к разгадке марсианских тайн.
Мы просто не можем упустить этот шанс. Тем не менее, исследование следов жизни требовало дополнительных проверок и даже новых миссий. Миссия Perseverance оказалась ключевой в этом процессе, так как ее цель заключалась в выявлении образцов для дальнейшего анализа. Журналисты, ученые и простые люди ожидали этой миссии, мечтая уловить каждый момент, который мог бы поменять картину мира. Ученые осторожно продвигались вперед, задействуя свои самые современные технологии – камеры и лаборатории. Каждая новость о результатах анализов камня вызывала бурю эмоций как у критиков, так и у адептов гипотезы о марсианских микроорганизмах. Несмотря на высокую конкурентоспособность, ученые быстро налаживали контакты и обменивались своими находками, создавая неторопливую, но продуктивную глобальную сеть. Поиск следов жизни на Марсе стал результатом тщательного планирования. Ученые разрабатывали методики, основываясь на геохимии, минералогии и биологии. Каждый аспект позволял им более детально осознать марсианские условия и осуществлять систематический подход к анализу. Отбор образцов, сложные эксперименты по восстановлению условий на Марсе в лабораторных условиях – вся эта работа поднимала не только научные, но и эмоциональные переживания. Сравнивая образцы с земными аналогами, команда находила нестыковки и искала объяснения. Эта кропотливая работа вызывала восхищение и зависть во всем мире, что способствовало росту интереса к космическим исследованиям. Тем не менее, в то время как одни ученые верили в возможность биологической активности, другие обсуждали альтернативные гипотезы. Некоторые считали, что минералы и органика могли образоваться в ходе геологических процессов, а не благодаря жизни. Это поднимало вопрос о том, насколько точно мы можем интерпретировать результаты, о чем кулачком громоздился острый момент. Вопрос финансирования и ресурсного обеспечения будущих проектов. Споры и дебаты в научных кругах только умножались. А исследования продолжались. Некоторые ученые говорили о необходимости быть осторожными в своих выводах, пока другие настаивали на необходимости давать сроки и обеспечивать поддержку для будущих экспедиций. В конечном итоге, любой ответ требовал бесконечного количества вопросов. Будущие исследования стали ясными. Ученые понимали, что необходимо независимое наблюдение и повторяемые эксперименты, чтобы подтвердить или опровергнуть существующие теории. Пересмотр моделей эволюции жизни во Вселенной стал приоритетом. Резкий поворот в обсуждениях симптоматично изменил подход не только к марсианской тематике, но и к поиску внеземных цивилизаций в целом. Адаптация методов обнаружения биосигнатур к марсианским условиям стала неотъемлемой частью деятельности НАСА. Понимание возможной жизни на других планетах стало краеугольным камнем науки. В отличие от предшествующих моментов, теперь весь мир чувствовал себя вовлеченным в этот научный процесс. Обнаружение жизни на Марсе ставило множество этических и философских вопросов о месте человечества во Вселенной. Какое правовое положение будет у внеземной жизни? Смогут ли люди взаимодействовать с Арией? Необходимость международного сотрудничества и разработки этических стандартов становилась все более актуальной. Дебаты о том, как человечество должно взаимодействовать с внеземной жизнью, разгорелись с новой силой. Ученые, философы и государственные деятели собираются вместе, чтобы выработать общую позицию. Это открытие обещало вызвать изменения в восприятии научных исследований и, возможно, в международной политике новые повести и сценарии, которые смогут повлиять на будущее всего человечества. С каждым новым шагом к будущему стало очевидно, что продвинутые инфракрасные инструменты открывают новые слои исследований планетарных объектов. Создание новых миссий с биологическими анализаторами стало неизбежным. Исследования по улучшению сенсоров, программного обеспечения и экспериментальных установок не имели конца. И это придает уверенности команде исследователей. Долгосрочный подход к развитию космических технологий стал мантрой всего направления. Каждая новая миссия готовила пространство для новых открытий, которые могли бы изменить наше понимание об окружающем мире. Перспективы открывали так много нужных путей, что на горизонте уже виднелись новые идеи о возможной колонизации Красной планеты. Необходимо было переосмыслить образовательные программы в школах и университетах. Наше общество должно было адаптироваться к новым парадигмам и сюжетам. Наука формировала новые смыслы и ценности, направляя человечество к новым высотам познания. Обнаружение следов жизни на другой планете стало не просто открытием, а алхимическим процессом, меняющим весь культурный ландшафт.
Марс стал не только объектом научного исследования, но и символом новой надежды для человечества. Люди, призываемые к действию, готовы были объединиться, поднимали важные вопросы о будущем человечества и о том, каким образом мы можем зажечь искру познания, ставя перед собой новые горизонты. Камень Чаева-Фоллс стал символом надежды для будущего человечества. Он внес значительный вклад в понимание возможной жизни и нашего места в бескрайнем космическом пространстве. Теперь, когда мы стоим на пороге новой эпохи открытий, человечество само по себе может осознать, что у нас есть возможность не только узнать о внеземной жизни, но и наладить отношения с ней. Документируя каждое новое открытие, мы взбираемся на невидимую лестницу, ведущую к более глубокому пониманию. Эпоха открытий только начинается, и то, что НАСА нашло на Марсе, может действительно изменить мир.